Привет, ребята! Сегодня у нас видео из разряда покупок. Вот такой ящичек у нас есть. Буду пробовать улучшать свет в мастерской. Давайте откроем. Тут у нас находятся вот такие светодиодные прожектора. 50 Вт. Свет яркий, холодный, 6000 кельвинов. Фирмы Титанум. Взял по 50 Вт, думал взять по 30. Не знаю, что с этого получится, но они должны быть сильными. И хочу их установить на потолок, чтобы подсвечивать рабочую зону. Ну, в принципе, мне работать нормально. Я вижу, что делаю, как там. Просто когда вам снимаю, то немного картинка может и плыть. Хотя меня выручает накамерный свет, вот этот, что я показывал. По подсказке вверху можете посмотреть, я покупал. Вот смотрите, я сейчас его выключу, и как поменяется картинка. И это при том, что есть лампочки. На улице довольно неплохая погода. А сейчас я покажу, кто у меня здесь. И вот эта лампочка по счетчику будет накручивать как два этих прожектора. Поэтому решил вместо того поставить таких два. Что мы видим? Инструкция по эксплуатации, как что подключить, и сам прожектор. IP65 влагозащита. Корпус, ребята, алюминиевый. Сзади с охлаждающей решеткой радиатор. Вот такой. И есть крепежная пластина. Спереди выглядит вот так. Ничего особенного, стандартный прожектор. Ссылочку, где я покупал, оставлю в описании. И цена одной штуки сейчас у вас будет на экране. Думаю, будет логичным их установить на потолок и показать, как изменится освещение. Вот еще раз показываю. Без подсветки накамерной. Вот так светит у меня в мастерской две лампочки. Одна светодиодная, одна накаливание. Вот так с подсветкой. Может быть, кому-то нужно информация, покажу еще сзади. Установлю и сделаем проверку, тест.
соединил я. Соединил все по-простому. У меня было два куска кабеля приблизительно одинаковой длины. Один с 4 жилами, второй с 2. Сразу один подключил на 2 жилы. И зачистил здесь 4 жилы. Подключил на 2. И на вторые 2 второй. А в самой вилке соединил их параллельно. Вот и все. То есть никакого выключателя, просто в розетку вставляешь, да и светится. По-простому. Давайте проверим, включим, как будет оно работать. Друзья, вот так у меня получилось. Эту я сниму. Покажу, если видно. Я установил приблизительно по краю стола, немножко даже заходя на край стола. И не горизонтально их установил, прожектора, а немножко под уклоном, чтобы оно больше било не в стороны, а на стол. Вот давайте сравним вариант вот моей этой лампочки. Вот как она светит. Посмотрите на стол, лампочку и опять же на стол. Вот так. Теперь мы ее вынимаем. Стало немножко темнее. Благо на улице день, видно. Но теперь включаем наши прожектора и внимательно смотрим на стол. Вот это же совсем другая разница, ребят. Посмотрите, как освещается помещение. И вот так. Светят они очень добротно. С какого ракурса не подойди, на столе все видно. Вот даже я на камерный свет могу выключить. Ну, зоны, которые снимать можно, возьмем, к примеру, эту лампочку. Я сейчас включу. Видите, можно еще и подсвечивать накамерным светом. Да, будет свет неплохо падать. Вот так. Я думаю, все получилось. Так что, ребятки, кому понравилось, поставьте лайк. Кому нет, конечно же, дис. Обязательно подписывайтесь на канал. А то в последнее время что-то мало подписок. Подписывайтесь. Буду всем рад. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока, ребят.